Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами сегодня Cyberlinks, а темой выпуска является недавно вышедшая игровая консоль Super Nintendo Mini. В свое время я делал обзор сравнения японской версии Famicom Mini с западной NES Mini. Кому интересно, проходите по ссылке в описании. И сейчас у меня на столе находится европейская версия данной системы, которая официально продается в России. Но какие еще варианты были выпущены в мире? А всего различных вариантов было выпущено 3 – для европейского рынка, для японского рынка и для североамериканского рынка. То, что продается у нас с России, это европейская версия системы. И если при покупке NES Mini я приобрел в коллекцию как европейский вариант, по сути аналогичный североамериканскому, так и японский вариант. Подробности покупки в соответствующем видео. То в случае с Super Nintendo Mini я совершенно точно остановлюсь на одном европейском варианте. Так в чем же различие? Между европейской и японской приставками внешние различия минимальны. Дьявол кроется в деталях. Во-первых, рисунок на коробке отличается. Это связано с тем, что оригинальные версии японской Super Famicom имели подобное оформление коробок. И в переиздании этот дизайн решили сохранить максимально близко к оригиналу. Сами консоли внешне абсолютно идентичны, за исключением надписей на корпусе и на геймпадах. Собственно, только логотипы помогают различать, находится ли перед тобой европейская SNES Mini или Super Famicom Mini. Чего не скажешь о североамериканской версии. Исторически сложилось, что внешний вид у этой системы был сильно переработан, и в конечном итоге американская SNES выглядела так. Вполне логично, что ее уменьшенное воплощение тоже выглядит подобным образом. Многие игроки считают, что дизайн у европейской и японской консоли красивее, чем у американской, в чем я полностью согласен. И даже геймпады, имеющие на всех 3 версиях одинаковую форму, в версии для американских игроков раскрашены более скучно. Зато в коробке с американской SNES Mini можно найти вложенный адаптер питания. В других регионах он с консолью в комплекте не поставляется. Почему так было решено, непонятно, но факт остается фактом. Что касаемо игр, то их набор для американского и европейского рынка совершенно идентичен. Забавно то, что в обоих случаях использовались ромы с американскими версиями игр. Это касается как рабочей частоты в 60 Гц, как мы знаем, европейская оригинальная SNES работала на 50 Гц, так и названий самих игр. Соответственно, игры, которые изначально имели другие названия в PAL-регионах, теперь используют американские названия. Такие как Contra 3 The Alien Wars именовалась Super Protector Alien Rebels в PAL-регионах, Star Fox именовалась Starwing, и Kirby Superstar называлась Kirby's Fun Park. Опять же, нашему уху более привычны именно американские названия этих игр. Всего игр 21 штука, включая Star Fox 2, доступ к которой открывается после прохождения первого уровня из первого Star Fox. И если у европейской и американской версии игры совпадают, то у японской версии, которая, как мы выяснили ранее, отличается от европейской только коробкой и логотипом на приставке и контроллерах, набор игр немного отличается. Количество их также равно 21, но 5 из этих игр совершенно иные и заточены под японский рынок. В японской версии Super Famicom Mini отсутствуют следующие игры: Earthbound, Kirby's Dream Course, Street Fighter II Turbo Hyper Fighting, Super Castlevania 4, Super Punch-Out. Вместо них японцам предлагается Fire Emblem, Mystery of the Emblem, The Legend of Mystical Ninja, Panel de Pon, Super Soccer, Super Street Fighter II The New Challengers. И мне лично набор игр для американского и европейского рынка нравится немного больше. Да, я знаю, что Cluster уже изготовил прошивку для SNES Mini, которая позволяет точно так же, как и на NES Mini, заливать ромы своих любимых игр. Но сейчас мы оцениваем товар из коробки, именно в таком виде, каким он задумывался для конечного потребителя. Так каких же игр лишился японский потребитель, купив Super Famicom? Earthbound. Earthbound является вольным продолжением вышедшей на приставке NES и не издававшейся за пределами Японии игры Mother, не будучи связанной с ней сюжетно. Эта классическая по геймплею ролевая игра была замечена благодаря юмору и оригинальной реализации, а также многочисленным шуткам и пародиям, высмеивающим стандарты и клише японских ролевых игр. В центре сюжета находится приключение компании юных путешественников, пытающихся предотвратить порабощение Земли злобной сущностью по имени Гейгас. Игра содержит множество традиционных для жанра элементов, таких как отряд героев, пошаговые бои, очки опыта, очки жизни,
Действие разворачивается в конце 20 века, по большей части в вымышленной стране Игланд. Я думаю, поклонникам оригинальных РПГ эта игра должна зайти. Kirby's Dream Course. Это что-то вроде симулятора гольфа, но вместо мяча игрок бьет по Кирби с целью попадания в отверстие в конце уровня. Хотя цель обычная – поразить лунку, но при этом необходимо избегать ловушек, пытаться поразить оппонента, а также Кирби имеет возможность применять специальные умения, поражая некоторых врагов. Кирби предстоит преодолеть более 6 десятков уровней и в конце сразиться с самим королем. Да, у этой игры даже есть сюжет, и вы гоняете Кирби по уровню не просто так, а во спасении небесных звезд, украденных коварным королем. Эта игра получила положительные отзывы от игровой прессы и является хорошей игрой для ненапряжного проведения времени. Street Fighter II Turbo Hyper Fighting. Это уже третья по счету реинкарнация второй части уличного бойца. Hyperfighting имеет более высокую скорость поединков и несколько новых специальных приемов для ряда персонажей. Также были внесены изменения, связанные с игровым балансом. Эта игра наследует элементы игрового процесса от предыдущей игры серии Street Fighter II Champion Edition. Скорость игрового процесса Hyperfighting увеличилась по сравнению с предыдущими частями серии. В результате нажатия правильных кнопок джойстика в нужное время для исполнения специальных приемов, а также комбинированных ударов стало еще более сложным, чем в Champion Edition. Практически все персонажи получили по крайней мере один новый специальный прием. Это было сделано для того, чтобы компенсировать ряд слабостей, которые бойцы имели в предыдущих играх серии. Другие приемы были также модифицированы и сбалансированы. Кроме того, для каждого персонажа был создан дополнительный костюм вместо тех, которые были представлены в Champion Edition. Но тут даже без каких-то комментариев, стрит-файтеров мало не бывает. Super Castlevania IV. Несмотря на то, что Super Castlevania IV по сути является ремейком первой части, игра довольно сильно отличается от оригинала. Возможности 16-битной консоли позволили значительно улучшить качество графики и звука. Кроме этого, Саймон теперь может бить кнутом не только перед собой, но также вверх, вниз в прыжке и по диагонали, а также вращать кнутом, чтобы отбивать вражеские атаки. К тому же появилась возможность цепляться кнутом за крюки и раскачиваться, чтобы преодолевать большие пропасти. Появилась также возможность ходить на корточках. Игра стала не только краше, но и длиннее. А вот сюжет не изменился. Главный герой должен прийти в замок графа Дракулы и убить владыку вампиров. Кстати, американская и европейская версии игры подверглись цензуре, были заменены обнаженные статуи и также все кресты. Но это все мелочи, которые вы даже не заметите в процессе прохождения, а так игра определенно заслуживает места на нашей мини-консоли. Super Punch-Out. Это симулятор бокса. Ну хорошо, не совсем симулятор, из-за гротескности персонажей воспринимать ее серьезно нельзя, но как минимум это неплохая игра про бокс. Мы имеем вид сзади, а точнее сквозь главного героя, набор ударов и 3 минуты, чтобы победить своего очередного соперника. Красочная игра с забавными противниками наверняка найдет своих поклонников. К тому же в момент выхода она имела неплохие отзывы у критиков. Итак, мы наблюдаем, что Super Famicom Mini лишился 5 очень даже неплохих игр. Но давайте же посмотрим на их альтернативу, представленную на японской консоли. Fire Emblem Mystery of the Emblem. Это JRPG в фантазийном сеттинге с тактическими пошаговыми боями. И это уже третья игра из линейки Fire Emblem. Понятное дело, что на японской консоли она представлена на японском, и официального релиза в западных странах для нее не было. Хотя фанатский перевод на английский на эту игру все же существует, и все желающие могут приобщиться к ее прохождению. Из-за отсутствия официального релиза вполне понятно, почему эта игра не была включена в западную версию. Стоило ли ей заменять ту же Earthbound, не уверен. Геймплей, на мой субъективный взгляд, несколько однообразен, так как бои происходят очень часто, и анимированные ставки, которые демонстрируют нам в течение всего боя, быстро приедаются. К тому же геймдизайн большинства уровней трудно назвать интересным. Пусть уж тут фанаты РПГ меня рассудят. Хотя, насколько мне удалось нарыть информации, в Японии эта серия была довольно популярной. В 1996 году даже выходило аниме, состоящее из 2 30-минутных эпизодов, с точно таким же названием. The Legend of Mystical Ninja. Это всего лишь одна игра из целой серии под названием Ганбаре Гоэмон, которая рассказывает про Ишикава Гоэмона, благородного вора японского фольклора. Konami, издатель этой игры,
как правило, рассматривала игры серии Game On как слишком специфичные, чтобы выпускать их в остальном мире. Тем не менее, данная игра была выпущена за рубежом. По жанру это экшен-адвенчер с RPG составляющей. Здесь, как и во многих японских играх, куча диалогов с внутриигровыми персонажами и множество мини-игр. Большинство этапов разделены на две части. Первая часть сосредоточена на исследовании городов, где игроки собирают информацию, покупают предметы, учатся специальным атакам, играют в мини-игры, зарабатывают деньги и так далее. Вторая часть каждого этапа – это платформер, где игроки сражаются с врагами, пока они не достигнут цели и не победят босса. Да, и играть можно вдвоем. Второй игрок управляет лучшим другом Гоэмона персонажем по имени Эбисумару. Игра была позитивно оценена критиками и в 2010 году даже была включена в книгу «1001 видеоигра, в которую вы должны сыграть, прежде чем умереть». Panel de Pon. Ну, это просто головоломка а-ля Tetris Style. Да, тут есть приятная картинка с анимированными задниками, неплохая музыка и даже номинальный сюжет. Но все же это просто головоломка, каких сейчас сотни на мобильных телефонах. И весь экшен для игрока происходит внутри стакана с разноцветными кубиками. Kirby's Dream Course мне в этом плане показалось как-то поинтереснее. Super Soccer. Вот честно скажу, что я небольшой фанат спортивных игр, и мне трудно оценивать такой жанр. Но, несмотря на это, я был приятно удивлен этой игрой. Очень приятный визуальный ряд, оригинальный ракурс на игру со стороны ворот своей команды и бодрый геймплей, сопровождающийся динамичной музыкой. Что еще надо фанату футбола для счастья? Super Street Fighter 2 The New Challengers. А вот это уже интересно. И если отсутствие предыдущих 4 игр на западных системах меня не очень смущает, то Super Street Fighter 2 The New Challengers на Super Famicom против Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting на SNES — это уже интересное противостояние. Что же круче? Давайте разбираться. Как я говорил ранее, Hyper Fighting — это третья реинкарнация серии Street Fighter 2. А The New Challengers — это уже 4-я, и в данном случае это играет роль. Сразу с экрана выбора бойцов в глаза бросается, что в The New Challengers 16 игровых персонажей против 12 в Hyper Fighting. Таким образом, помимо усовершенствования и балансирования существующего списка персонажей из предыдущих версий, Super Street Fighter 2 представила 4 новых персонажа. Это была также первая игра, которая будет разработана на аппаратном обеспечении CP System 2 от Capcom, что сделало возможным введение более совершенной графики и звука. Для игры был подготовлен полностью новый вступительный ролик, в котором Рю выстреливает Хадукен в сторону игрока и соответствующая ему музыкальная тема. Была перерисована анимация для всех игровых персонажей, часть из них получили новые победные позы. У многих персонажей появилась новая анимация для их базовых атак. Музыка и звуковые эффекты также были обновлены. Был введен новый комментатор, с которым была записана озвучка для некоторых персонажей – Кена, Гайла и Сагата. В Super Street Fighter 2 The New Challengers была введена новая система начисления очков, которая отслеживает количество ударов, нанесенных игроком во время комбо, а также награждает игрока бонусными очками за определенные действия, как, например, нанесение первого удара в раунде. Повышенная скорость игрового процесса, введенная в Hyper Fighting, в данной версии была сведена до скорости, использовавшейся в Champion Edition. Повышенная скорость игры впоследствии возвратится в игровой процесс с выходом Super Turbo, 5-й реинкарнации игры. Несмотря на появление новых персонажей, число боев против компьютерных игроков во время одиночного прохождения осталось неизменным. Игрок сражается с 8 случайно выбранными оппонентами и 4 боссами, как и в предыдущих версиях Super Street Fighter 2, оставляя еще 4 бойцов, с которыми боев не происходит. В общем, делаем выводы, и мое мнение, что данная версия игры превосходит ту, что получили на мини-консоли западные игроки. Подводя суммарный итог сравнения всех 3 вариантов приставки, возвращаясь к моему заявлению, почему европейский вариант меня полностью устраивает. Как мы поняли, различие между европейской и американской версиями только в корпусе, но и в наличии по умолчанию в комплекте блока питания у американки. Но американский вариант корпуса во мне не вызывает никакой ностальгии, да и выглядит он не очень. А вот европейская версия — это именно то, что продавалось у нас. И по сравнению с японкой, европейка имеет локализацию на 8 языках, включая русский, что для меня не так важно, но приятно. И сами игры записаны на более понятном английском языке,
нежели в японском Super Famicom. Да и сам набор игр из коробки для меня в европейской версии более приятен. Время взглянуть на нашу малышку поближе. Приятная, очень легкая коробочка такого же размера, как и предыдущий из линейки Nintendo Classic Mini. Лицевой дизайн не копирует дизайн первоисточника, как это делает Super Famicom Mini, но по духу максимально ему соответствует. Задняя часть анонсирует все вшитые игры, а также, хвастаясь своей мультиязычностью, на 12 языках рассказывает, что адаптера питания в комплекте нет и чем его можно заменить. Ну, спасибо за заботу, конечно. Что ж, приступим к излечению пациента. Легким движением руки из коробки достается из коробки, достается, я сказал. Сам скромный, но весьма функциональный набор ретро-нерда. Из макулатуры здесь простейшая инструкция и купон с кодом активации на 300 бонусных очков в магазине My Nintendo. Забыл сказать ранее, у наших американских коллег в комплект вместе с адаптером питания входит также и стилизованный постер. Теперь о геймпадах. Их два, и они имеют более длинные провода, чем на NES Mini. И они практически идентичны оригинальным SNES-овским геймпадам по тактильным ощущениям. По крайней мере, так утверждают большинство игроков. Хотя некоторые дотошные интернет-персонажи заявляют, что контроллеры все же различные. Они провели спектрально-молекулярный анализ пластика и выяснили, что в новом геймпаде пластик использован более новый, чем в старом. Ладно, шутки в стороны, поехали дальше. Разъемы подключения к консоли те же, что и ранее в линейке Mini. Стандартизация — это тоже хорошо. Кроме тушки консоли, в коробке мы еще можем найти стандартный HDMI кабель и USB кабель, который имеет выводы на USB и на microUSB. Ну и вишенкой на торте является сама приставка. Приятный на вид уменьшенный корпус именно той приставки, которая стояла в игровых магазинах в 90-х годах, и которую из-за своей дороговизны и дороговизны картриджей с играми мог позволить себе купить далеко не каждый. Зато как она выглядит и какие игры на ней есть благодаря телевидению знали многие. И вот сейчас все желающие и понимающие могут позволить себе купить миниатюрную версию знаменитой в прошлом системы в настоящем нинтендовском качестве. Дизайнерский подход при уменьшении корпуса привычен для тех, кто держал в руках другие консоли линейки Nintendo Classic Mini. Сзади все так же имеем разъемы HDMI и microUSB. Кнопки Power и Reset функционируют как и в оригинале. Клавиша Eject и заглушка слота для картриджей декоративные. Спереди под откидной панелью, эмулирующей уменьшенные классические порты, современные разъемы для геймпадов. И стандартизация соблюдена, и эстетический вид не пострадал. Хочу напомнить, что разъемы для геймпадов совместимы с Wii Classic контроллерами, которые знакомы нам еще по Nintendo Wii, так что для игры можно использовать и их. Удобненько. Хочется еще раз вернуться к геймпадам, поскольку для меня качественный контроллер мега важная вещь в любой игре. И мне очень важно получить максимально близкие ощущения от игрового процесса к тем, которые получали игроки оригинальных систем. И наконец, по отношению к SNES у меня появилась такая возможность без необходимости покупать оригинал 90-х и кучу картриджей. В свое время я покупал USB-аналог нинтендовского геймпада от сторонней фирмы для игры в эмуляторы, и сейчас, сравнивая его с изделием от самой большой N, тактильно чувствую разницу в качестве, хотя в свое время USB-аналог меня устраивал. И да, все сегодня сделано в Китае, но контроль качества никто не отменял. Что до внутрянки консоли, то она позаимствована от NES Mini, то есть процессор остался Quad-Core ARM Cortex-A7, оперативка на 256 МБ DDR3, внутреннее хранилище на 512 МБ, а за графику отвечает Mali 400MP. В настройках имеем те же хорошо зарекомендовавшие себя фильтры Retro 3:4 и оригинальное разрешение, а также добавилась возможность выбора рамок по бокам от игрового экрана. Пустячок, а приятно. В общих настройках добавили функцию «Мой игровой ролик». Он создает видео на основе ваших сохранений. И главная фича — это перемотка времени. Если сохраниться, например, после смерти персонажа, то можно отмотать время и попробовать пройти неудачный этап, не теряя жизни и не тратя лишнего времени. Ну тут уж как и с читами, не нравится, просто не используй. В остальном интерфейс прежний, как и на NES Mini. Опять же, как я говорил ранее, мегамозг всея Руси и друг геймеров по всему миру, товарищ Кластер, успешно написал новую версию своего прошивальщика Hakchi 2.
Так что залить образ именно вашей любимой игры на SNES теперь не проблема. Следите за обновлениями на его странице и будет вам счастье. А благодаря стараниями таких энтузиастов привлекательность данной системы только увеличивается, и я рекомендую всем заинтересованным игрокам поспешить с покупкой. И это не реклама. Вы помните историю SNES Mini, которую очень быстро смели с прилавков, а сейчас продают на eBay или на Авито с большой накруткой. Да, и не все покупают консоль для себя. Многие берут ее для цели последующей перепродажи. И это актуально по всему миру. Таков закон рынка. На этом, дорогие друзья, я заканчиваю свой рассказ. Надеюсь, вам было так же интересно слушать, как и мне рассказывать. Пишите свои замечания и пожелания в комментариях. С нетерпением ждем от Nintendo следующей консоли в линейке Mini. Вы же так же, как и я, не думаете, что на этом все закончится. До новых встреч!